Всем привет и здравствуйте. 2-3 минуты вступления. Для новых зрителей, для подписчиков и для очень агрессивных, периодически появляющихся комментариев и комментаторов. Мой канал, напомню, что я его пытаюсь сделать добрым, положительным, просто рассказываю за свою жизнь. Никому я ничего здесь не навязываю, никакие свои истории и мысли. Просто вот что в голове есть, делюсь с вами. Вы мне помогаете тоже поставить эти мысли по правильным местам. По работе помогаете, что-то вы от меня берете. Просто для этого мне нужен этот канал. Друзья у меня появляются, то есть меня все устраивает и многих тоже. Ну, появляются какие-то здесь язвенные комментарии с какими-то ухмылками, пытаются меня кто-то высмеять. Может быть, кто-то тоже так думает, но не пишет. Ну, по-любому, потому что кто-то дизлайки ставит. Хочу вам объяснить, что, наверное, я заслужил какое-то уважение только потому, что все-таки этот дом, даже который я вам показываю, я фактически восстановил сам. Почти. Нравится вам, не нравится, я выполняю заказ. То, что мне заказывает хозяйка, то я и делаю. По-своему, даже такой опыт уникален и нужен так как и мне, так и многим из вас, потому что многие сами занимаются ремонтами. Я вам показываю один из самых экономичных, показываю все ошибки. Если я где-то зацикливаюсь на каком-то одном там крышке типа унитаза, и кто-то там пытается меня высмеять, поймите, у меня свой взгляд на все. Даже эту же крышку я видел более удобные варианты и не хочу мучиться с этой, я просто возьму другой. Также и во многом. Вы живете в других странах, у вас свои способы, другое качество, принципы. С чего вы взяли, что вы имеете право там над кем-то смеяться? Тем более таких смехунов мне попадались, я их выгонял через полчаса с работы, поэтому вы такие борзые, может быть, на диване, можете приехать со мной и попробовать. И покажете мне, как вы за неделю сможете сделать такой объем работы, который сегодня тоже в видео покажу, потому что опять же накопилось всего. И насколько у вас хватит мозгов на все работы, буквально, которые есть в этом доме. Также напомню, что я все-таки 20 лет проживаю здесь, я очень много работ переделал, с разными людьми работал. И не потому, что я какой-то сильно умный, а просто я много видел глазами. И просто мозг сам запоминает, как лучше, как хуже, как надо, как не надо. Вот и все, на самом деле все просто. Многие работы я вообще делаю на автомате, чуть ли не с закрытыми глазами. Ну и также не забывайте, что бы я ни говорил, что бы я ни показывал, вы не должны брать именно этот способ. Всегда одну и ту же работу можно сделать 5 способами, 3 другими разными. И все равно это будет правильно, и конечный результат будет одинаковый. Просто смотрите, учитесь, расслабляйтесь, отдыхайте на моем канале. Возможно, что видите, что канал не очень идет. Тоже напомню, что алгоритмы YouTube изменились в сентябре месяце. Что-то там идет не так. Мог бы я взрывать это, как, допустим, вчера посмотрел одного блогера. Он прям не поленился приехать с Америки, обосрал весь Рим, Европу, сравнил с Америкой, похвалил ее. И 130 тысяч просмотров. Но я не хочу этим заниматься. Так, я дотрагиваюсь до каких-то больных тем, но действительно, если они реально происходят в Риме здесь, и то, что мне не нравится. Так что кипиш я не хочу наводить, хоть канал идет и медленно, но я думаю, что многих тоже вон в таком виде устраивает. Да, это тоже ошибка, я меняю темы, то Рим, то прогулки, то работа, то размышления. Ютубу это тоже не нравится, это большой минус. Но мне так интереснее и, наверное, многим из вас. Пишите, какие мои ошибки вам не нравятся, только ради бога, без веселых со слезами смайликов, которые явно говорят о том, что вы хотите меня высмеять. Поймите, это бесполезно, я знаю себе цену, и в реальной жизни у таких людей все равно ничего не получится. Напомню также, что я прошел 2 учебки, 6 лет проходил в военной форме. Я вырос среди хулиганов, и 20 лет я борюсь с конкурентами, с людьми, которые меня пытались опускать, обманывать. Неужели вы думаете, что я такой простой? И вообще я не понимаю, зачем вы переходите на меня как личность, если канал-то не обо мне, а о работе, о жизни в Италии. В общем, такое. Пожаловался о том, чего меня болит. А дальше смотрим процесс работы и дальнейшее восстановление виллы.
Ну и еще немного добавлю. Запомните, что самое важное вот в Италии, допустим, проживать, все-таки это чужбина. Не сама работа, не деньги, а именно отношения с людьми, с которыми ты работаешь, живешь, которые рядом с тобой. Если они не сложились, все, ваша жизнь будет рушиться идти под откос. И хочется, чтобы и на канале было такое общение. И все равно появляются люди, которые хотят вот кинуть дерьма на вентилятор и получить от этого удовольствие. Вот это страшно в жизни. И я стараюсь от этого избавляться. Ну, даже я эти комментарии не блокирую, не удаляю. Потому что мне вас, в принципе, жалко, понимаете? Проблема-то не у меня. Может, вам чуть-чуть задуматься, почитать другие комментарии и подумать, а что же я-то такой злой? И, может, вы станете немного добрее. Ну и сам процесс установки дверей, возможно, для кого-то это просто, а кто-то вообще без понятия. Пыхчу я так не потому что тяжело, а потому что собирал это все на карачках. До этого я еще игрался с этой контратылаей, то есть под ней есть, то есть деревянная еще такая планка по периметру, к которой уже прикручивается вот эта вот тылая. Но она была разболтана, вся шаталась, и если было не закрепить ту основную, то дверь бы сама по себе шаталась. То есть тоже дополнительная работа, которую я не снял, но там ничего особенного, ну тоже потерял полчаса. В общем, вот такая вот работа. Вроде просто, вроде 4 болта, а чем ты ровнее ее выставишь, тем она лучше и качественнее будет держаться и закрываться. Например, дома, где я живу, так плохо установили, что я уже вот 20 лет мучаюсь, она постоянно болтается, нормально не закрывается. И вроде бы возьми да сделай, да как-то вот тоже сапожник без сапог. Ну и вот сразу же пример, то, что я объяснял в предисловии. Скажем, года 3 я вообще не устанавливал эти двери, и Марьян тоже, думаю. Ну вот эти наличники, тоже их можно установить 3 способами. Идеальный, конечно, 45 градусов, но он геморный. Поэтому никто сейчас так не устанавливает. Устанавливают их либо сверху на эти боковые, верхнюю перекладинку, либо между ними. И вот здесь мы столкнулись. Марьян предлагает положить сверху, а у меня уже в голове, что я положу между ними. В принципе, мы же не ругаемся, не говорит же кто-то, что ты тупой или ты дурак. Просто поболтали, разобрались, и я иду делать так, как мне удобно. А он идет заниматься душевой кабинкой. Теперь, если я поверну эту дверь, так как мне удобно, собачка на замке стоит, видите как? Она должна стоять наоборот, собачка. Так. Mariano, come girare questo pezzo? Devi tirarlo fuori. Опять же, лет 5 назад, может, последний раз этой работой занимался. Вот не помню и все. Ну, думаю, сейчас 5 минут поиграю-то и вспомню. Ну, главное, я показываю, главное понимать, что эта собачка переворачивается довольно просто. Там нажали, там высунули, поменяли и все, она стоит правильно. Марьяну пофиг на съемку, не показал, как он перевернул. Maria, gira. Ecco, funziona. Non hai spiegato che hai cambiato. Vabbè, ce l'hai il prossimo. No, spiegato, spiegato, ecco. Ma ce l'hai la maniglia? La maniglia c'è qualche vecchia ingresso sopra, ci stanno vecchie. Двери эти продаются без ручек, надо покупать отдельно. Но опять же, они есть разных цветов, разных моделей. Ну и в предыдущем видео я показал, что купил опять же не ту. Стоит где-то 10-20 евро. Non era tanto, no? Ho fatto solo un giro. Guarda sopra. Dai, aspetta. Ecco.
Аналогичная фигня. Как бы вы все не знали. Опять забыл, блин. Ну, смотрите дальше. Эти двери приходят, и они ключик от дверей прибивают сверху на дверь, блин. Я забыл, закрываю дверь, все стоит, все должно закрываться, она не закрывается. Блин, мешал тот ключик сверху. Non lo so, tocca sopra. Cazzo. Chiaro. Abbiamo sbagliato. Sì, adesso ricordavo. Ci stavano a piano. Stupido, che stupido! Сверху они прикрепили к двери дверь, мы не можем дверь закрыть. Я забыл, что они так крепят. Che casino, sì? Ho già perso mezz'ora, ho fatto 1000 giri. Però adesso la seconda porta. Ну, опять же, надо поставить 3 двери. Ну, с первой поиграемся, а вторые 2 быстренько пойдут. Хотя у других дверей будут другие проблемы, потом покажу. Insetto che non prende bene sulla vita. Ну и все это надо еще подгонять, потому что это все болтается. Здесь, видите, контртвая должна была быть, скажем, на 10 или это... вот, я и забыл сказать, что если стена толще, надо покупать по этому размеру. Ну ничего, можно поставить. Ну, чуть-чуть получается, видите, как... Эта штука, по-моему, они есть разной ширины. Допустим, если стена широкая, покупаете контртваю шире. Giusto? И это тоже, видите, она проваливается, она должна быть на одном уровне. В общем, надо ее вытянуть, там что-то подложить сверху. В общем, надо играться. Mariano, che dici? Se questo muro più largo si può comprare misura più larga, giusto? Sì. Però questo muro è più largo perché c'è una mattonella dentro. Eppure sì. Tu vedi che l'altro è più largo di quello mi sembra, no? Quanto è misurato, no? Sì, questo più largo. Sono 10. Questo è 11. Ci stanno 10, 12. 10-12. Ну, хотелось бы добавить, что всегда на работе любой инструмент рано или поздно ломается. Скажу вам свой секрет. Я ничего не просто так не выкидываю. Я это сначала разбираю, пытаюсь отремонтировать. Ну и потом либо выкидываю, покупаю новое, либо что-то все-таки работает. Работает почти всегда. И разбирал я, наверное, за свою жизнь, ну, буквально все, понимаете, телевизоры, и телефоны я ремонтировал, еще когда раньше были попроще, там айфоны третьи, они были разборные, можно было менять внутренности, на самом деле ничего сложного.
Сломался у меня, упал как-то ноутбук. Ну вот просто некуда было нести. Ну не знал я, где-то такие мастера. Опять же, открыл YouTube, посмотрел, как разбирать, собирать, все разобрал, собрал, еще и почистил, купил термопасту, все смазал по новой. Так что вряд ли найдется кто-то, какой бы вы там специалист, я не знаю, в чем бы был, но переплюнуть меня в том, что я умею, могут единицы. Я знаю, что есть такие люди, и в каждом из того, что я умею, есть спецы намного больше, но все-таки мне этого достаточно, знаете, я не бегаю каждый раз к мастеру, мне просто это интересно. В детстве, я вам так скажу, мне покупали такие модели самолетов, я их просто склеивал, собирал. У меня в серванте была там целая коллекция. Мне нравилось что-то делать руками. Ну, я не знаю, болезнь, наверное, какая-то. А когда ты везде так ковыряешься, везде же какие-то общие принципы, правильно? Поэтому вот и получается, что ты все знаешь вроде сложно, а вроде и просто. Но опять же, жизнь в это вас заставляет так вот жить. Понимаете, я вот даже жил на Сахалине, вот вспомнилось. Тогда зажигалки вот эти только начинались газовые. Я ходил по берегу и собирал их, и водой волной приплывало очень много, а газа как-то не было. И я научился их приспосабливался заправлять сверху. Не было этих клапанов на всех. И у меня стояла очередь: Андрей, заправь зажигалку. Я их заправлял, так ножницами поддевал за шнурек и сверху заправлял баллончиком. Так что я и не боюсь каких-то там особо экстремальных условиях. Наверное, с моими руками и башкой я выживу где угодно и как угодно. Ну а вам спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем до нового видео. Пока.